Стас слегка покивал головой, как бы соглашаясь с самим собой, когда вошел в кухню, где бабушка Маруся Ивановна чинила старую швейную машинку. Еще с утра он чувствовал себя угнетенным. Он тяжело вздохнул, оттолкнув стул, и начал рассказывать о своих злоключениях с собакой по кличке Рекс. «Эта собака», — начал он с ухмылкой на лице, — «просто глупая и непослушная, всех боится, ни с кем не хочет играть». Сравните ее с доберманами Димки или Жени. Они такие умные и смелые, а Рекс... Стас покрутил пальцем у виска. Он даже не понимает команд. Я ему сидеть. А он просто смотрит на меня такими глупыми глазами, будто я говорю с ним на китайском. Маруся Ивановна опустила иголку и, поджав губы, внимательно смотрела на внука. Она понимала, что думать о такой породе, как Рекс, не совсем разумно. На ее сердце легким грузом отложилась мысль, не проще ли пристроить этого пса в хорошие руки? Может быть, кто-то из соседей с радостью его примет? Все эти мысли терзали душу старой женщины, ведь ей было важно, чтобы Стас научился ответственности и заботе о животных. Семья Стаса всегда потакала его прихотям. Он привык, что все, чего он хочет, ему дают. Любая просьба, будь то новый гаджет или сладость, тут же выполнялась. В отличие от него, Вика воспитывалась одной матерью, Татьяной, которая уже с малых лет прививала дочери уважение ко всему живому. Ее подход к воспитанию был гораздо более строгим, чем в семье Стаса. Любовь к животным, забота о них и понимание, что каждая жизнь на этой земле ценна. Когда Стасу в день рождения подарили кота Рыжулю, он был в восторге. Но вскоре интерес к коту исчез. Как только Рыжуля его укусил за палец, Стас, разозлившись, наделал много плохих слов о коте, подошедшем с непосредственными намерениями. Кот стал источником его недовольства, и вскоре все в доме заметили, как Стас продолжает игнорировать его. К счастью, Рыжуля, хоть и переживал обиды своего хозяина, продолжал с надеждой ждать лучшего отношения. На самом деле, никто не знал, как такие разногласия между детьми могут навсегда повлиять на жизни животных, которые были их замечательными компаньонами. На семейном совете Нина, мама Стаса, предложила отдать Рыжулю Вике. Она вспомнила, как Вика всегда заботилась о животных. Ее голос звучал с искренним намерением, и все остальные члены семьи согласились, учитывая, что это будет хорошо для всех. «Пусть он будет подарком на ее день рождения», – произнесла Нина, и все в один голос поддержали ее идею. Татьяна, узнав о предложении, согласилась растить Рыжулю с любовью. Ее глаза наполнились гордостью и надеждой. Она всегда мечтала о возможности дать Вике шанс поухаживать за довольно спокойным и ласковым котом. Так кот оказался у Вики, и ее сердце наполнилось счастьем. Вика была в восторге. Она нежно вычесывала Рыжулю, его блестящую шерсть, и кормила его самыми лучшими кормами. Она с огромным энтузиазмом изучила особенности ухода, выбирала вкусные лакомства и разнообразные игрушки, чтобы сделать жизнь Рыжули интересной. Прогулки на улице начались сразу же, как только они знакомились. Она лихо проходила по парку, обнимая его, радостно щебетала о том, как жизнь внесла изменения в их обоих. Рыжуля, смеясь, потирался о ее ноги, и их связь становилась крепче. Практически каждую ночь Вика усаживалась перед телевизором, укрывшись пледом, а Рыжуля устроил себе уютное место рядом. Они стали настоящими друзьями и поддерживали друг друга в момент расслабления после трудного дня. С каждым днем их дружба укреплялась, и настроение Вики становилось все лучше. Улыбка никогда не сходила с ее лица, а смех раздавался, словно мелодия, плывущая по воздуху. Новая жизнь с Рыжулей стала для нее настоящим счастьем и источником вдохновения. Прошло несколько дней, когда Стас пришел к бабушке и сказал, что ему нужна собака для прогулок. После долгих уговоров Маруся, приняв рекомендацию своей приятельницы, решилась купить Рекса. Она радовалась мысли, что Стас сможет научиться ответственности и заботе о питомце. Поначалу Рекс произвел на Стаса хорошее впечатление. Его окрас
окрас и игривость привлекали внимание, и казалось, он мог подошел бы стать отличным другом, однако радость недолго длилась. Вскоре Стас начал критиковать Рекса, ссылаясь на доберманов своих друзей, и недовольство выросло в ярости. Почему все остальные собаки такие умные и ловкие, а Рекс совсем не умеет то, что удается другим? Вслух размышлял Стас, полагая, что его разочарование проявится как необходимая реакция к этой ситуации. Он не понимал, что сам не делает ничего, чтобы наладить с Рексом общение. Во время одной из прогулок, полных юношеского задора, Стас снова подразнивал Рекса перед своими друзьями. Вика, проходя мимо с Рыжулей, не смогла этого выдержать. «Стас, не обижай Рекса!» — крикнула она, вызывая все взгляды на себя. Ее выступление вызвало гнев Стаса. «Ты не лезь в свои дела!» — прокричал он в ответ, в его голосе слышалась ярость. Он развернулся и, не дождавшись ответа, вернулся домой, злой и раздраженный. В своей комнате он спутанным сердцем думал о том, как можно желать изменить жизнь жизнерадостной собаки. Он понимал, что на самом деле это его отношение к Рексу оправдывало признак внутренней неуверенности. На семейном совете, обсуждая поведение Стаса и всю ситуацию с Рексом, Маруся предложила отдать собаку Вике. Это предложение все поддержали. Стас почувствовал, как его сердце обрывается. Он не хотел расставаться с собакой, даже если не ценил ее должным образом. Когда Вика приняла Рекса с радостью в сердце, она решила, что вместе они смогут создать нечто удивительное. Рыжуля и Рекс быстро наладили дружбу, обнаружив, что отличаются только по цвету и размеру. Каждый вечер Вика проводила время с обоими питомцами, она играла с ними и внимательно смотрела на их взаимодействие, радуясь тому, что Рекс нашел свое место в ее жизни. Она чувствовала себя не только заботливой хозяйкой, но и настоящей подругой. Их жизнь наполнилась смехом и радостью, и вскоре все соседи стали завидовать их дружбе. С годами жизнь Стаса изменилась. Он поступил в институт и каждый день старался завоевывать внимание симпатичных девушек. Однако его неуверенность и стремление производить впечатление часто сыграли с ним злую шутку. Однажды, когда он решил пригласить девушку выпить кофе, она резко отказалась. «Ты слишком капризный, как маменькин сынок», – произнесла она, и Стас, внезапно обидевшись, почувствовал, как его обида и стыд накрыли его волной. Эта фраза заставила его задуматься о своих действиях и о том, что он сделал с Рексом. В глубине души его обида на девушку смешалась с осознанием, что его жестокость отражалась и на бедном песике. Он узнал в ней Вику, которая на самом деле заставила его вспомнить о том, каким он стал. Стас почувствовал, что эта ситуация наконец открывает ему глаза на важность искренности и настоящих чувств. Вернувшись домой, Вика, довольная собой, не могла сдержать радости и улыбки, и, не раздеваясь, начала делиться своими чувствами и переживаниями со своими любимцами Рыжулей и Рексом о неудаче Стаса. Ее настроение было приподнято, наполнено счастьем и ощущением справедливости. «Знаете, вы уже лучше него», — говорит она Рыжуле и Рексу, обнимая их. Чувствуя силу привязанности, Вика осознала, что настоящий успех не в отношении к другим, а в том, как она принимает себя и своих близких. Рыжуля и Рекс словно поняли ее чувства, стали мяукать и лаять в знак поддержки, и Вика почувствовала, как все трудности уходят с их дружбой и единодушием. Прогуливаясь по парку, она всегда вспоминала о временах, когда Стас ее не понимал, и гордилась, что осталась верна своим принципам. Прошло много времени. Каждым днем Вика все глубже осознавала ценность любви и дружбы. Она мечтала о том, как однажды сможет учить других детей заботе об их питомцах. В конце концов, каждый герой этой повести, имея свои проблемные стороны, научился важному уроку. Настоящая привязанность и дружба не зависят ни от породы, ни от внешнего вида. Стас осознал, что они, несмотря на прежние разногласия, научили его главному – ценности жизни и искренней любви и поддержки.